Где бы ты хотел провести свои выходные, если бы обзавелся машиной времени? Может быть, в Древнем Египте или Китае, или, может, в самом сердце Золотой Орды, в столице Сарай-Бату, где жар степи, дует суховей и бродят легенды. Как сюда попасть и где рядом остановиться? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ», и с тобой Даша Ивановская. В XIII веке в Сарай-Бату кипела жизнь столичного кочевого народа. По легенде, давным-давно Чингизид Батый смертоносным ураганом прошелся по Руси. Набрав слишком много золота, он осел на реке Ахтубе, воздвигнув среди степей великую столицу. Монголо-татары были кочевыми племенами и жили в юртах, но сам город Сарай-Бату был полон красот и чудес. Здесь был и дворец, и фонтаны, и мечеть. Сам дворец хана был полностью покрыт золотом, потому что говорят, что он столько его добыл в своих походах, что его просто было не счесть и буквально некуда девать. А при входе во дворец были 2 коня в полный рост, и глаза были сделаны из изумрудов, и говорят, что внутри тоже было огромное количество золота. Название реки Ахтуба хранит в себе имя прекрасной дочери хана, которую звали Туба. Когда она повзрослела, отец решил выдать ее замуж против воли. В день свадьбы к жениху дочь поехала на другой берег реки. Вместе с отцом она села в лодку, но, не захотев жить по воле отца, спрыгнула в реку. Отец стал звать ее: «Ах, Туба, Туба!», но она не вынырнула. От долгих слез безутешного хана образовалась большая река. Но на этом трагическом моменте важно уточнить один нюанс. Город Сарай-Бату, в котором мы сейчас находимся, не настоящий. Реальная столица Золотой Орды находится несколько дальше от этого места, и сейчас там ведутся археологические раскопки. В 2011 году здесь возвели декорации для съемок исторического фильма «Орда», хотя это не простые декорации, а реконструкция реального города. После завершения съемок реконструкцию решили оставить как часть культурно-исторического комплекса. И, честно говоря, хочется сказать спасибо тому, кто настоял на этом решении. Но вы просто посмотрите на эти слаженные песчаные здания. Я бы в них в какие-нибудь выходные точно пожила. Ну или просто даже ради прогулки здесь на один день точно стоит потерпеть дорогу в самолете до Астрахани. Так а чем же здесь можно заняться? Ну, во-первых, внимательный обход всей, пусть даже и бутафорской столицы, займет немало. Ну а затем советую хорошенько экипироваться в национальный наряд и попробовать себя в стрельбе из лука. И может быть, вы подружитесь со стрелами куда лучше меня. Ну а после загляните в почти настоящую камеру пыток. Меня подготовили к стрельбе из арбалета и одели вот в такую вот одежду. Она очень тяжелая. Тут 3 слоя одежды. Это специальный халат. Так, получается, что он двухслойный, да? Сверху еще вот эта вот кожаная жилетка, шапка. Но самое невероятное, что в этом во всем мне абсолютно не жарко. То есть мне было жарче до того момента, как я полностью экипировалась для стрельбы. Как это работает? То есть в итоге получается, что я как будто в термосе, и температура моего тела сохраняется 36,6. То есть ходить в пустыне, когда раздетым, да, без одежды, с голыми плечами и ногами, в шортах, в майке, оказывается, что это, наоборот, хуже для вас, потому что так будет жарче. И, конечно, монголы об этом знали, и поэтому они ходили как раз-таки не раздетыми, а полностью одетыми, вот как я сейчас, и таким образом им было прохладнее. Вообще, стоит отметить, что в наш съемочный день погода была просто жутко жаркая, но под слоями ткани и кожи я почувствовала себя гармоничной с пустыней, хитрой, воинственной, немного монгольской женщиной. Чувство было однозначно приятным. И, в общем, так я и решила дальше изучать здания Астраханского киногородка. Они построены из дерева и бетона и отделаны глиной, так что внешне выглядят почти как настоящие. Восстановлена даже оригинальная система подачи воды, существовавшая в ханстве. Колесо с кувшинами, которые наполняются из реки. Лучше, конечно, посещать это место с экскурсией, чтобы узнать об особенностях быта и культуры Орды. Кроме того, на территории комплекса регулярно проходят очень интересные фестивали. Один из самых известных – «Мечты Бархана», во время которого скульпторы создают фигуры из песка. Он проходит летом, когда здесь обычно много туристов, хотя и зимний Сарай-Бату стоит посетить. В это время с пустынным городом
можно побыть наедине. И, как по мне, смотрится он особенно контрастно и романтично. Тем временем настоящая столица Орды находится всего в нескольких километрах южнее, в археологическом комплексе Солитерное городище. Это один из крупнейших памятников археологии в России. Раскопки на этом месте ведутся с середины 60-х. Руины относят к 14-15 векам. При раскопках здесь нашли усадьбы, мечеть, общественные здания, бани и мастерские. Но в киношном Сарай-Бату сегодня все эти строения стоят в полный рост, и тут же обитают пару верблюдов. Сидя на живом корабле пустыни, можно пофантазировать, каково было в средневековую жару торговцам ходить по шелковому пути, проходящему через Сарай-Бату. Конечно, жизнь в Золотой Орде никак не могла обойтись без верблюда. Эти животные были просто необходимой частью жизни кочевого племени, потому что это для людей была и шерсть, и молоко, а также способ передвижения. Верблюды, они же невероятно выносливые, при этом им не нужно особо много воды. И если нужно, кстати, верблюд разгоняется до 16 км в час, достаточно быстро. Ну и чтобы ощутить покой после изнуряющего пекла, затем стоит заглянуть в юрту хана. Конечно, Сарай-Бату – это реконструкция реального города, а не сам реальный город, который сохранился до нас и дошел до нас с тех еще времен. Но тем не менее, приехать и посмотреть его, конечно же, стоит, потому что ощущение достоверности здесь присутствует, оно тебя наполняет. Это действительно город, здесь не просто пару зданий, здесь множество зданий, множество объектов, каких-то просто прекрасно выполненной детализацией, да, которую хочется рассматривать. И на это действительно можно потратить целый день. Итак, сколько же вам обойдется провести здесь выходные и где здесь можно переночевать? Ну, во-первых, вы можете остановиться, конечно же, здесь и в местных домиках, как их называют, прямо на территории. Но здесь вы действительно почувствуете себя современным кочевником, потому что это больше не домики, все-таки трейлеры машинные, да, в которых можно остаться ночевать. Но если хотите наедине остаться с Сарай-Бату ночью, то можете это сделать. Но мы нашли еще и другие варианты более комфортного размещения, которые находятся не так далеко от Сарай-Бату, и мы сейчас вам их порекомендуем. Жилье в самом Сарай-Бату выглядит примерно вот так. Только мы показали вам гораздо улучшенную версию. Куда комфортнее будет разместиться на турбазе «Синяя птица», которая находится совсем рядом с почти столицей Орды. Там же, кстати, можно попробовать знаменитую волжскую рыбалку, ведь стоит не забывать, что Астрахань – это город на Волге. Ну а если захочется перекусить, то это можно сделать и в самом киношном городке. В кафе у хана, например, можно закусить хрустящим шашлыком. Так как же добраться до Сарай-Бату? Для того, чтобы тебе было легко найти все места из наших обзоров, мы делимся нашей виртуальной записной книжкой. В ней места отмечены прямо на карте и кликабельны. А еще там ты легко найдешь промокоды и удобные сервисы для путешествий. Кликай на ссылку в описании к этому видео и начинай свое приключение. Напоследок хочется сказать, что пусть даже и киношный Сарай-Бату – это вполне самостоятельный арт-объект, который производит вау-впечатление. Ничего подобного в нашей стране, а может и в мире нигде нет. И если у вас намечаются скучные выходные, теперь вы знаете, как себя развлечь, и что приехать в Астрахань в Сарай-Бату гораздо проще, чем кажется. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где недалеко от Москвы можно найти средневековый европейский город. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.